Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 10 по 16 июня. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака приготовили карты. И будем реалистами. Вы всегда реалисты, мои дорогие. Любой прогноз о том, что вы чувствуете, переживаете, не расскажет. Но если мы эмоции так немножко отодвинем, то мы можем беспристрастно оценить, что же происходит на данный период времени. И, может быть, и решение для вас само по себе уже и появится. Ну, или мы с вами проведем приятное время. Я на это искренне надеюсь. Итак, что важно знать? Основные вопросы в нашем еженедельном прогнозе. Что важно знать или какая сфера жизни, чем придется заниматься. Чего не избежать? Неожиданность. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто от вас? Смотрим энергии по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как энергия денег проигрывается на этой неделе? И в личной жизни что нам скажут карты? Что же будет важно? Конкретно какая-то новость или куда-то поездка? По этой карте, если вообще так кульминационно, что важно знать? Вас ничто не должно застать врасплох. Будьте готовы куда-то отправиться, в принципе, если это необходимо, потому что по этой карте иногда мы куда-то отправляемся в местность какую-то или место, и там мы можем решить более правильно какие-то вопросы или увидеть обстоятельства своими глазами, может быть, и подписать документы. Но на нашем пути нужно где-то ожидать неожиданностей, быть готовым к ним. Это может быть также информация быстрая, скорая врывается в вашу жизнь, и вам на нее надо как-то прореагировать. И тоже держите руку на пульсе, и информация вас не должна заставить врасплох. И это может быть не только ваша, как отправка куда-то, а это может быть приезд человека к вам, как гонец. Может быть и новость, может быть и сам просто как гости приезжает. И с ним все равно приезжает какой-то его либо образ жизни, либо какие-то его задумки, или, ну, человек конкретно будет оказывать влияние на ваши планы. Может быть и так. Все-таки жезлы. И есть какое-то нетерпение, что-то нужно сделать быстрее. Неожиданность. А в неожиданности вам захочется как раз держать руку на пульсе, но так, со стороны. В чем-то не участвовать. Значит, могут быть как вести, могут быть как люди, с которыми не хочется контактировать, с которыми вы уже имеете опыт, не хочется связываться. Или когда не хочется кому-то помогать, или в какие-то обязательства, например, входить. По этой карте вас могут как раз по рыцарю жезлов страстно к чему-то уговаривать. А вам в неожиданностях захочется и нет себе сказать. Я откликаюсь в двух случаях. Либо мне что-то угрожает, либо ко мне в руки идет прибыль, выгода. Я не должен, не должна ее упустить. Карта ограничений. Может быть и буквально, мои дорогие, у кого-то будьте внимательны. Будьте внимательны, ну, буквально где-то к самому себе, к здоровью. Я имею в виду, чтобы не было каких-то травм, все-таки жезлы именно в этой последовательности карт ложатся, что мы можем куда-то поторопиться и оступиться можем. И это я имею в виду буквально. И потом себе период какой-нибудь добавить ограничений, когда, ну, вынуждены быть, допустим, на больничном листе, потому что подвернули ногу. Но я банально проигрываю. Или в какую-то ситуацию вы можете попасть, когда вас это тоже как будто заблокирует. Вот себе не навредить, понимаете? Не попасть в ситуацию, когда от поспешных действий вы себя потом на какое-то время погружаете в пространство или в какую-то среду, когда у вас нет возможности что-то поменять. Может быть, для вас разворачиваются так события, все-таки меня смотрят люди из разных стран. Сначала, и у каждого своя обстановка, сначала есть какие-то события, которые приходят быстро, вот как-то внезапно. Но, видимо, в зависимости от нашей реакции или как мы
провзаимодействуем с чем-то, или куда-то отправимся, или не отправимся, как мы будем себя беречь буквально, правда, будет зависеть, насколько мы будем работоспособны. Давайте посмотрим, что вам может помешать. А вот конкретно говорят, куда-то не езжай. Не время. Не время тут что-то менять. Не время поворачиваться спиной к прошлому. Значит, какая-то либо информация может быть неточная, либо она вам подана, может быть, и не специально. Человек это делает ненарочно. Он действительно в этом уверен. Или вы можете тоже где-то допускаете право себе на ошибку, потому что то, что как бы присутствует в данный момент, карты-то ведь мелкие, нам говорят, будет это продолжено. И на данный период времени ты, допустим, можешь отказаться от чего-то, но, может быть, пройдет сколько-то дней, и ты увидишь обстоятельства дела совершенно по-другому. Не отказывайтесь, правда. Ну, а по возможности, если это куда-то поездка, как далеко, может быть, и перенесите ее. Но, по крайней мере, это только карты. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха еще. Вообще добрая карта. Она может также говорить, чему сейчас не время. Какой-то успех или какой-то вопрос, может быть, на этой неделе не может быть решен. И, к примеру, вы оформляете документы, у вас уже все готово, и вы были уверены, что я сейчас быстро завершу какой-то вопрос, подпишу эти документы, вы приходите, а там человека нет, и у вас все становится на стопор. У кого-то проиграется и так. И тогда об эта карта будет говорить, что не отменяется решение твоего вопроса, а лишь задерживается. И тогда не ищи других людей, если вы контактировали с конкретным человеком, и это у вас касалось каких-то важных договоренностей или, повторяюсь, документов. Нет смысла искать какого-то нового персонажа. Вот я бы сказала и так. Мы его не найдем, или мы погорячимся и найдем не того, кого нам надо. Давайте посмотрим, что помогает. Сами себе помогайте, карта отшельника. Когда вообще никто не мешает. Самое главное, себе не помешать. Отшельник – это великий мудрец. Где-то это дервиш. Когда для него идея или его намерение, желание, цель, мечта, назовите как угодно, оно должно быть абсолютно точно осуществимо. Пути дорожки бывают разными, и разные люди нам встречаются буквально. Отшельник всегда изображен с фонарем, по преданию он включается в нужное время. Это наша интуиция. И вот включился фонарь, и отшельник видит на дороге змею. Правда, не торопитесь куда-то. Вот мы начали с вами рассказ по картам, и одна карта дополняет другую. Будьте осмотрительны, не рискуйте собой. Будьте немногословны. Это к вам могут, кстати, правда, обращаться, ведь отшельник – это мудрец. К нему, чтобы какой-то важный вопрос решить, обращаются. Или за помощью. Отшельник умеет принять Соломоново решение, очень такое важное, мудрое. А тогда нам карта говорит, да нет, вот иди своим путем. В какое-то дело, мои дорогие девы, вы не должны как будто встрять. И у каждого из вас своя ситуация, поэтому будьте внимательны. Не торопитесь, это точно. Сама по себе неспешка вам помогает, неторопливость, потому что отшельник, он идет медленно, он должен все в деталях увидеть, что находится вокруг него, проанализировать, что говорят люди, если таковые имеются на его пути. Он идет именно своим путем, потому что его цель, его достижение – это в приоритете. Что скрыто? У вас что-то завершается, мои дорогие девы. По 13-му аркану это неизбежно. К прошлому, вот какому-то событию, может быть, из прошлого, уже нет возврата. По этой карте, это карта трансформации, у вас сейчас период трансформации, и вы можете, где-то не придавать чему-то значения, или кому-то, или когда 13-й старший аркан выпадает, это вас судьба ведет. Мы можем горевать по поводу каких-то событий, что у нас что-то не получается, а на самом деле это пространство вот так как-то разворачивает направление вашей судьбы, чтобы вы в нужном фарватере пошли. Планы Господа всегда лучше наших.
И поэтому искусство мелких шагов. Вот нам о чем говорит карта. Не торопись. Сделал шаг, осмотрись. Что вокруг? Что говорят люди? Что происходит? Что в вашей жизни? Что с вашим статусом? Что с вашим благополучием? Вот без такого анализа детального и мелких шагов не делай второй шаг после первого. Ну вот как-то так. Самих себя беречь нужно. Карта дополняет все то, что я сказала. Дела, работа, бизнес. Что-то завершается. Или какая-то ситуация может, как из прошлого, повториться. Может быть, это как период каких-то ограничений, когда вот именно в эту неделю я не могу что-то изменить. Не можете изменить, и не нужно, нам все карты об этом сказали. Сохрани самого себя, и это уже будет ступень к каким-то переменам. У тебя сейчас вот именно сохранить себя самого. Или то, что ты уже заработал, твое доброе имя, какую-то финансовую историю. Может быть, вопросы с вашими близкими. Ну, вот что-то ты не торопись. Может быть, дать пространству, Вселенной возможность, чтобы какая-то обстановка вокруг вас отстроилась. А вы тогда за вот этот период недолгий размышлений правильно оценили. Или себя не торопили, не подгоняли. Тут ведь может кто-то подгонять. И нам говорят, поспешишь, людей насмешишь. Посмотрите, как не время отправляться, как отшельник, который идет медленно, да еще и мудрец, с интуицией вот такой волшебным фонарем. Так вот, куда-то поторопившись, можно себе повторить конкретно какую-то историю заново, а этому как будто не время. Или если мы сказали, что нужно закрыть дверь в прошлое, значит, это тоже нужно сделать как-то элегантно, чтобы нам в последующем ничего из прошлого не прилетело. Финансы. Ожидание денег конкретно может быть. Могут и деньги задерживаться. Какие-то платежи, мои дорогие, могут не проходить. И вот, правда, период ограничений. У кого-то банально, потому что жду денег, какой-то платеж не прошел. Или какие-то электронные переводы, может быть, SWIFT-переводы, там все что угодно. Где-то не срабатывает. Это не по вашей причине. Нам, конечно, с одной стороны, семерка пентаклей говорит, деньги в рост. Деньги у тебя есть? И сохраняй. Может быть, вот это путешествие, или этот переезд, или поездка, или какие-то дела. Потом все возобновится. Пусть не на этой неделе. Поэтому то, что сохранил, 2 раза заработал, считай. Об этом, кстати, тоже говорит карта. Но она может и сказать конкретно о задержке денег, которые не по вашей вине. И вы тут вряд ли что-то можете убыстрить. Дела семейные. Ну, чем бы тут дело или чего бы ни касалось, вы все равно победители, мои дорогие девы. Постепенно вы в каком-то в этом хаосе наводите порядок и выходите победителями, как и по части личной жизни. Может быть, у кого-то решение вопросов семейных, когда все переплелось, и деньги, и документы, и переезды, которые откладываются, или вы уже сами там какие-то нюансы новые узнаете и передумали в это место ехать. Вы можете с учетом всех карт собирались в один, допустим, город, а поедете в другой. Или вы собирались менять свое жилье на определенно что-то одно, и уже вам казалось, это лучший вариант. А здесь какие-то новости приходят, и вы скажете, нет, я туда не поеду, я поеду в другую сторону. Вот вы и переиграть что-то можете. На этой неделе действительно какая-то информация, которая для вас важна. Поэтому важно и еще и не поторопиться. Вы все равно, мои дорогие, победители. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.